Если тебе менее 26-27 лет, ты планируешь пересадку волос, я бы тебе рекомендовал посмотреть это видео и пока не делать пересадку волос. Я объясню в течение видео почему. Также обращусь, наверное, сразу к клиникам, которые спешат зарабатывать деньги, к тем консультантам, которые часто вообще не имеют никакого отношения к медицине и к пересадке волос. Они просто хорошие продажники. И, конечно же, каждый хочет заработать и, может быть, даже можно сказать, урвать свое. Давайте начнем с этого видео, и я вам расскажу, во-первых, на одном примере, одном конкретном, одном из, наверное, тысячи конкретных примеров, которые могут быть, и немножечко углубимся в тему. Я попробую рассказать, для кого пересадка волос не подойдет и когда лучше ее вообще не делать. Поехали! Я выхожу из отпуска, и Валерия, мой ассистент, просит разобрать в срочном порядке бесплатную консультацию. Обычно я всех постепенно по мере поступления заявок разбираю, но она говорит о том, что у клиента завтра будет, соответственно, у этого парня, точнее, будет пересадка волос, и, скажем так, вне очереди разобрать. И вот фотографию, которую я вижу. Донорская зона, у меня на самом деле нет полноценной фотографии донорской зоны, там все размыто, но давайте посмотрим, что у нас есть здесь. 21 год, первая зона проредена, то есть тут остается небольшое количество своих волос, ну и, собственно, волос, которые еще присутствуют и которые еще можно реабилитировать. Вторая зона, еще волосы также в большем количестве есть. Третья зона, вот есть явные такие зоны с проредением. Вот эта зона, здесь мы видим волосы есть. Если приблизить даже на вот на этих зонах, где как будто бы полные залысины, все равно еще присутствует небольшое количество материала, большее количество материала на первой зоне. То есть вот мы видим более темные волосы, вот здесь они идут более тонкие и уже более прозрачные, но вот если присмотреться, они все равно вот здесь присутствуют. Еще раз напомню, парню 21 год. Завтра он записан на пересадку волос. Еще я смотрю, кстати, определенные комментарии от самого парня. У него указано, что он уже обращался в одну из клиник, достаточно известную клинику, ему там отказали именно по возрасту. Что я хочу сказать? В данном контексте, вот почему, например, сразу скажу, что в данном случае пересадку волос я не рекомендую делать, и объясню почему. 21 год, это такой непредсказуемый, скажем так, возраст без базовых данных и без базовых знаний, когда мы не знаем, как это пойдет дальше. И почему это так важно? Потому что если у парня 21 год, сейчас мы видим, что вот первая зона, она уже требует порядка 3000 графтов, вторая зона также требует, ну, хотя бы графтов 600-800, и третья зона, еще одна огромная, достаточно большая зона, да, и здесь вот по масштабу, конечно, нужно высчитывать, смотреть. Для ребят, которые у меня на контроле, я высчитываю все сам математически, но даже приблизительно по вот этой фотографии можно понять, что зона и площадь большая для покрытия. То есть, чтобы покрыть, например, вот первая зона, пускай у нас 3000, пускай вот 4000, пускай 5-6 тысяч графтов, это то, что нужно закрыть при нынешней конкретной ситуации. Без учета того, сколько все-таки на донорской зоне есть волос. У меня есть фотография, но она очень плохая, некачественная, и нельзя понять вообще полноценно, как плотно друг друга растут волосы, какое качество волос и так далее. Поэтому, кстати говоря, тоже те, кто направляет мне фотографии, платные, бесплатные консультации, ваша, что называется, консультация будет более правильной и всеобъемлющей, чем лучшие фотографии вы мне присылаете. Это нужно прежде всего вам, а не мне. И в данном контексте, если этот парень сделает пересадку волос, он уже использует материал, который, к сожалению, не восстановится. И почему сложность 21 года? И вот почему я начал видео: не не спешите делать пересадки волос до 25-26 лет без правильной диагностики. Именно правильная диагностика может дать понимание, какое у вас качество волоса, какое количество волос может быть вообще использовано, донорский потенциал, расстояние между теми самыми волосами, качество кожи, качество волоса, какое количество нужно для первой, например, во-первых, сколько этапов для пересадки нужно, какое конкретное количество нужно для каждого из этапов пересадки, и под каждый этап нужно выбирать конкретного доктора.
То есть это уже 8 пунктов, вот то, что сразу мне пришло в голову, то есть тут может быть и больше. Еще, кстати, такой интересный момент, если присмотреться, несмотря на то, что здесь фотография не очень качественная, можно увидеть определенные покраснения на голове. То есть вот эти моменты тоже нужно рассмотреть и разобрать, потому что это, возможно, сиборея. И это еще один дополнительный фактор, который также нужно учитывать, соответственно, в пересадке волос. Почему нельзя делать пересадку, точнее, я не рекомендую делать прямо сейчас, потому что это будет, что называется, эмоциональная пересадка, как я это называю. Через год мы получим здесь чубчик, мы израсходуем большое количество графтов, мы не поймем, как у нас дальше будет продолжаться, соответственно, выпадение волос. И это я говорю еще без того, что вот эти волосы, которые у нас есть, во-первых, их можно, если не лечить и полностью восстанавливать, то хотя бы приостановить или очень сильно сократить скорость выпадения этих волос. И в данном случае, если у парня уже такая ситуация к 21 году, это must have. Вообще, в целом, хочу сказать, что для многих случаев пересадки волос терапия обязательно. И это не значит, что нужно принимать финастерид или использовать миноксидил. Терапия заключается в том, что под каждый случай нужно, вот точно как, помните, я вам практически видео в течение 5 лет всегда говорю, что под каждый случай нужно выбирать конкретного доктора. Так вот, под каждую голову нужно вообще диагностировать, что является триггером выпадения волос. Когда ко мне приходят там тысячи уже ребят, и все говорят, что вот были у трихологов, и все говорят о андрогенетической аллопеции, у меня своя классификация, я как минимум классифицирую на 11 случаев причин выпадения волос. 11 случаев причин выпадения волос. Не андрогенетика, есть андрогены, есть генетика и еще множество различных случаев. В зависимости от каждого конкретного случая я подбираю то или иное или лечение, или или, скажем так, поддержание волос, чтобы остановить, приостановить или вернуть волосы. И в данном контексте это очень важно, потому что такие случаи, когда я вижу, я рекомендую прежде всего лечить волосы, смотреть, что мы можем восстановить, и только после того, как мы это восстановим, для этого нужно год, около года. Самые первые признаки восстановления начнутся 6 месяцев, поэтому это процесс. Конечно, 21-22 года, наверное, не у всех хватит терпения просто поднабраться терпением, действовать согласно плану, который мы разрабатываем, и затем смотреть результаты. Но это то правильное решение, которое даст вам результат. Через 6 месяцев мы видим определенные результаты, затем мы продолжаем лечение, мы останавливаем в течение года, иногда бывает в редких случаях 1,5 года, и только после этого мы принимаем решение, потому что у нас есть уже база, та картинка, от которой можно отталкиваться. Какое количество графтов необходимо при конкретной ситуации после лечения, что мы смогли восстановить, какие зоны мы смогли, скажем так, вернуть, какая у нас к этому моменту получается площадь для покрытия волос, и только после этого разрабатывать план, подыскивать под каждый этап доктора, планировать фронтальную линию, делать математический расчет под каждую зону и так далее. То есть, видите, я пытаюсь говорить быстро, но уже получается такой достаточно процесс, и к нему лучше подготовиться заранее. Потому клиники, я вас призываю, не берите, пожалуйста, и консультанты, которые хотят зарабатывать, заработайте в другом месте, с другими клиентами. Пожалуйста, не подвергайте ребят, особенно молодых ребят, которые эмоциональные, которые хотят вернуть себе волосы, и не зовите их просто на пересадке волос, потому что вам это выгодно. Это нужно отстраивать план. И я тоже говорю, есть работа трихолога, который, соответственно, пытается выяснить, по-хорошему, нормальных, квалифицированные трихологи, выяснить, что происходит, соответственно, с волосами, как это можно восстановить и так далее. Разрабатывается план. Есть люди, которые пересаживают волосы, это доктора. Их задача технически пересадить волосы. Есть еще люди, которые должны быть люди, которые проектируют вашу фронтальную линию. Это уже третьи люди. Вот это все нужно как бы соблюсти и собрать воедино, чтобы получить результат. Когда вы видите, кто-то где-то сделал, или у вас просто теряются волосы, вы видите, что там вот блогер сделал или сосед сделал, и вам кажется, что я тоже пойду, потому что мне уже 21 год, зачем мне терять время, соответственно, лучше сразу сделать пересадки. Не для всех это годится, вот этот план действий, точнее, мало для кого. Если там реально небольшая зона аллопеции, есть понимание того, что как это все движется, тогда да. Подписывайся.